Есть портал, на котором вы можете купить много новых и подержанных машин без обмана. Автоспот.ру. Здесь не только огромный ассортимент, здесь также удобная выборка и возможность связаться со специалистом. Здесь на сайте вы найдете огромный выбор автомобилей разных марок и моделей. Также сможете проконсультироваться по кредитованию и страхованию. Автоспот.ру по ссылке в описании. Машинка у нас простая, и вместо компьютера вышел хрен. Москва, город красивых девушек, белых автомобилей. Все такие красивенькие, дорогие, беленькие, пушистенькие. Но вот только большинство из нас ездит на совсем других машинах. Nissan Almera Classic 200-250 тысяч рублей. To change, oh, hey, oh. But you don't have to treat me that way. No, you don't. I've had my share. За 200-250 в нашей стране сейчас много чего не купишь. Да и Альмер, честно говоря, за эти деньги тоже еще надо поискать. Основными конкурентами здесь будут являться по цене Логан и, пожалуй, Нексия. Но если в случае Логана или Нексии вы изначально в глазах дурацких понторезов таксист и нищеброд, то здесь я на Ниссане, детка. И пусть Ниссаном эту машину назвали хитрые маркетологи, однако же читайте черным по хромированному Nissan. А если бы эта машина называлась здесь, на нашем рынке, так как она должна бы, по идее, называться, то есть Samsung, кто бы из парней захотел покупать тачку с названием от пылесоса? Только не путайте Classic с обычной английской Альмерой. И не потому, что наша Альмера чем-то значительно хуже, а потому что она намного проще. А сейчас, когда самым молодым из этих машин уже 4 года от роду, какая нафиг сложность? Важно, чтобы она была просто надежной. А вместо нее, кстати, пришла следующая Альмера на платформе B0. Страшная, как собака. Сегодня на работу еду, а там Киркоров. Там проснулся апрель, капель. А я еду в пуховике, в зимней шапке. 20 апреля. На улице снег идет. Я еду, думаю, спи, Киркоров, спи. Рано тебе еще с таким апрелем. Некоторые господа говорят о том, что здесь критически недостает тяги. Не соглашусь. Вот что касается меня, мне достаточно. Я сейчас еду с автоматом, но еду, все нормально. Если у вас провалы в тяге, обратите внимание, может, у вас просто топливный фильтр засорился, у этих машин часто такое бывает. Топливный фильтр стоит недорого, поэтому не нужно заниматься вот этой вот мастурбацией с попыткой там его как-то продуть, протрясти. Не, просто поставьте новый. Один мотор бензиновый 1.6, 107 лошадиных сил. Где-то там в природе существовал дизель, но к нам он не пришел, да и бог с ним. Трактор в кадре, Жень? Зашибись. Механику здесь как-то неудивительно, но ругают. Гудят подшипники валов, которые в дальнейшем потребуют замены. Автомат по надежности в принципе весьма сносный. Вот только после сотни, например, у этой машины, он очень ощутимо толкается, особенно при переключении после первой. Меняйте масло, и 1200 он точно проживет. Скорее всего, проживет и 300. Но вот той надежности, которая есть у машин там, с американскими какими-то коробками, где 500, и какой-то вообще и ничего нет. Такого здесь не будет. Про коробку, ребят, я в какой-то момент испугалась. Думаю, блин, здесь есть некие такие французские корни. Не дай бог, это вот тот АЛ или ДП. Но, судя по тому, что куча народа пишет о том, что по 200 тысяч километров пробега они эту коробку рвут, и ей ничего не бывает, это явно не она. Возвращаясь к нашему единственному и неповторимому. Цепной мотор из тех стареньких, когда мотор еще не являлся вашим геморроем, у которого цепь растягивалась до 100 тысяч километров пробега. Ходить он будет 1200-300, в случае, если вам вдруг не попался какой-то бракованный экземпляр. На самом деле, я думаю, те бракованные уже давно-давно все заменили. Но вы все-таки следите за цепочкой, ребят, особенно если вам вдруг стало казаться, что вы тягу теряете. Так, в общем и целом, что вам еще по этому мотору сказать? Не знаю. Ибо, видимо, нечего. Он хорош, надежен, будете нормально обслуживать, будет ходить у вас чуть ли не миллион.
Что касается патрубков радиатора, проверяйте постоянно уровень антифриза, ребята. Иногда бывает, что он подтекает, и это не редкость. Ну, про миллионы это я, конечно, как мужики про рыбу на рыбалке рассказывают. Но 500 000 тоже нехило. 500 000 проходит. I don't need you, I don't need you anymore. I don't need you, I don't need you anymore. Из-за раздолбайства многие собственники лишаются бензонасоса, и не только у Nissan Almera, а у многих других автомобилей. Потому что охлаждается он естественным путем погружения в бак с топливом. Но не доводите вы часто до сухого бака, насос проживет дольше. Но у Альмеры есть серьезное преимущество. Насос-то здесь подходит от десяточки «Жигулей» и стоит-то он чуть больше косарика. Ребята, хочу вам сказать, почему мы находимся в такой заднице. Когда-то я вам рассказывала про салон подержанных машин, который не занимается надуриловым. Это Альфа Карс, они находились на 43-м километре МКАД. И сейчас они съехали, потому что торговать машинами, никого не дурить и арендовать большое красивое стеклянное помещение невозможно. И эти парни сейчас на Нагорной. Адрес смотрите сами на сайте. Я специально сюда приехала, чтобы сказать вам о том, что ту организацию на 43-м я более рекомендовать не могу. Я их не знаю, ребята. Хомутики у некоторых старых альмерочек уже такие все хлипенькие, какие-то старенькие. Будьте внимательны, проверяйте, чтобы не потерять их, потому что вот это, например, к топливной магистрали ведет. Ну и что, потихонечку начнет бензинчик капать. И, ну, во-первых, завоняет, а во-вторых, не дай бог, там что произойдет некрасивое. Машинка у нас простая, и вместо компьютера вышел хрен. Но расходки я и так знаю, по городу в среднем 10-12 литров, смотря как жечь, скорее ближе к 10. А вот по трассе где-то район 8-10 литров. Я люблю вот такие машины, потому что здесь приходится о таких мелочах с таким умным видом рассказывать. Фары, ребята, особенно у первых Альмер, они были прямо мутные, противные буквально через пару лет эксплуатации. Их кое-как шлифовали, но только хуже делали. Сейчас, видите, это Альмерка 2006 года, у нее фары, ну, старенькие, но вполне нормальные. У нашей машины просто очень туго крутится руль. Но я сильно подозреваю, что проблема даже не в ГУРе, не в его насосе, в том, что он умер, а в том, что никто никогда не менял здесь жидкость гидроусилителя руля. И, скорее всего, отсюда сольешь такую грязную жижицу, и после этого руль будет работать намного лучше. А вот такое говнище, ребята, в устранении, к сожалению, достаточно дорого стоит. Нельзя сказать, что Альмера прям больна тем, что она ржавеет, это вам не Nexia. Но вот уже у 10-летней машинки вот такая вот фигня появилась. Опытные владельцы Альмеры знают, что обязательно нужно провести один улучшайзинг в случае, если вы владеете автомобилем на механике. Сцепление-то ходит долго, более-менее, а вот тормозная жидкость может палиться из цилиндра сцепления. Просто из-за того, что, отродясь, там на производстве поставили коротковатый шланг. Ну, бывает, не японцы же. Просто шланг подлиннее поставьте, и не будет у вас бед никогда. По подвеске есть одна интересная история. В машинах, которые пришли под Россию, стабилизатора поперечной устойчивости нету. Подвеска в принципе простейшая, но вот стабилизатор... На самом деле он не особо-то нужен в случае, если вы просто ездите спокойно по городу. Если вы осуществляете какие-то резкие перестроения, просто для того, чтобы машина была менее валкой, штатные-то места есть, поставьте стабилизатор, его можно заказать. В остальном же, ребята, ну прям больных мест по подвеске особенно нету. Ну, задние пружинки слабоваты. Ну, изначально штатные корейские амортизаторы шли умно. Но обычно все это уже давно заменено. Если вы Альмеру Классик будете использовать как грузовичок, да, пружины просядут, но это касается практически любого седана. А теперь, дорогие мои, напишите-ка, пожалуйста, что еще можно взять тысяч за 250 с автоматом и более-менее надежное, что не будет кушать ваш бюджет очень-очень сильно. Вариантов на самом деле совсем немного. Рано или поздно обо всех мы расскажем в блесте, а пока Nissan Almera Classic, почему бы и нет.